Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим основные новости, события, основные индикаторы, как они повлияют на открытие российской фондовой биржи и торги. Так, ну вот календарик событий. Что примечательно? Сегодня вышло достаточно много статистики по Китаю, и объем промышленного производства растет не так быстро, как предполагалось и прогнозировалось. Я думаю, в ближайшее время мы увидим постепенное охлаждение экономики Китая. И я думаю, как раз большую часть неблагоприятных событий будет генериться именно из Китая. Это связано с тем, что китайская экономика, она экстенсивная. И как только уже невозможно будет надлежащим образом корректировать макроэкономические данные, мы увидим стремительный обвал и ухудшение показателей. Вопрос только, когда это произойдет. Я думаю, возможно, что это будет до конца текущего года, и как раз это может вполне прийтись на октябрь-ноябрь, когда по Китаю начнут выходить негативные макроэкономические данные. Это уже будет сложно как-то рихтовать, скрывать. И исходя из этого мы можем увидеть сильное движение вниз по китайскому фондовому рынку и по остальным рынкам. Так, но у нас сегодня сальдо торгового баланса по Евросоюзу, ВВП Евросоюзу. Инвестинг почему-то присваивает этим данным 2 звезды. Мне кажется, это неправильно. Здесь должно быть 3 звезды, поскольку есть 3 ключевых игрока на мировой арене экономической. Это США, Китай, Евросоюз. Даже, наверное, так. Евросоюз, США и Китай. Вот такая более правильная последовательность. Так, в 15:30 у нас далее объем розничных продаж Соединенные Штаты. Есть основания все полагать, что данные выйдут хуже ожиданий. На это есть ряд причин. Так, ну и в общем-то это все. Ключевые события касательно мировых. Я думаю, здесь больше не на чем акцентировать внимание. Далее касательно России. Заседание Совета директоров Детского мира и финотчетность по Роснефти и Алросе за второй квартал. Так, ну вот Дональд Иванович или Фредерикович Трамп выступил с такой пламенной речью, что избрание Байдена приведет американскую экономику и мировую к рецессии и спаду. Ну, я не знаю, имеет ли смысл подобные новости обсуждать, потому что было бы странно, если бы Трамп говорил, что избрание Байдена всех озолотит и восстановит экономику. Ну, тут явная заинтересованность, и поэтому все доводы их, с моей точки зрения, когда есть заинтересованные высказывания, они, как правило, малоэффективны и малопоказательны. Так, далее, вот следующая тенденция о том, что, ну или утверждение о том, что рынок акций слишком оптимистичен по поводу быстрого экономического восстановления. Но смотрите, здесь есть 2 точки зрения на этот вопрос. Первая точка зрения, она классическая, она заключается в том, что обычно фондовый рынок, он с опережением на полгода идет по сравнению с реальной экономикой. То есть сейчас вот рост возник, и в связи с этим, ну, это просто классика жанра, через полгода мы должны увидеть уже восстановление реальной экономики. Сейчас условия более сложные, и, на мой взгляд, есть масса факторов, которые влияют и не позволяют использовать классические модели. Вот. Есть и другая точка зрения о том, что, которая соответствует текущей реальности, что экономику накачали деньгами, она не восстановилась, и поэтому эта накачка денег, она скоро сдуется. Такая точка зрения соответствует W-образной модели. Вот, на мой взгляд, здесь будет, скорее всего, либо W-образная модель, либо L-образная модель, то есть когда экономика упала и очень-очень медленно потом восстанавливается. Вот, поэтому всецело разделяю эту точку зрения, этот тезис о том, что рынок акций, он слишком оптимистичен по поводу быстрого экономического восстановления. Здесь нет никакого Армагеддона, тут только вот объективные показатели и факторы, потому как вся эта ситуация с коронакризисом и с обвалом экономики, ей предшествовало падение общемировой торговли в 2019 году. И есть масса структурных проблем, без решения которых, без разрушения причин их вызывающих, невозможно устойчивое новое восстановление. С моей точки зрения, все эти проблемы до конца не решены на текущий момент.
Так, далее смотрите, что касается новостей у нас на нашем пространстве. Лукашенко готовит срочное обращение к народу. Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей. Я могу сказать так. Мое субъективное мнение, вот исходя из динамики этого процесса и то, как вообще в таких ситуациях развивались события в других странах, могу сказать следующую вещь. Это опять же, это мое субъективное мнение, основанное там на определенных выкладках и на моем понимании того, что происходит. Что Лукашенко уйдет от власти. Это произойдет либо в течение этой недели, либо до конца августа. Ну, крайний срок это до конца года. Я думаю, это наиболее вероятный сценарий. То есть там произойдет полная смена всего, перестройка политической структуры. И страна действительно станет другой. Ну, что-то типа Прибалтики, там, Литвы или Латвии. Это опять же мое субъективное мнение. Я могу ошибаться, могу что-то видеть не так. Но многие вещи указывают на то, что карта Лукашенко, она бита. Она бита и будет кардинальное изменение, его уход и переустройство Беларуси. Я это к тому, что вот эти события, которые сейчас в ближайшее время, я думаю, весьма вероятно произойдут. Подчеркну, я не провидец и никакой не инсайдер. То есть я вот оперирую цифрами, которые я вижу и которые я могу как-то соотнести и просчитать. То есть, с моей точки зрения, разрешение этой ситуации, скорее всего, будет на этой неделе, либо до конца месяца. Максимум до конца года. Я думаю, вопрос здесь решится, и Лукашенко уйдет. И там все процессы, они будут протекать так, как они должны протекать в соответствии, ну, как это, с эволюционной тенденцией. И такое развитие событий, оно окажет существенное влияние на российский фондовый рынок, на нашу экономику и на курс рубля. Еще там неделю назад мне было непонятно, как это все будет развиваться. Сейчас я посмотрел, проанализировал, какие тренды, как аналогичным образом развивались события в других странах. Я пришел к выводу, что, скорее всего, это вопрос уже решенный. Это не значит, что кто-то там поставил подпись и сказал, что вот оно будет так. Но динамика развития, она приведет к такому результату. Это мое субъективное мнение. Так, друзья, далее позиции по фьючерсам давайте взглянем. Ну, смотрите, рубль-доллар, юридические лица делают ставку на то, что сегодня будет отскок доллара, то есть доллар вырастет. Вчера с утра мы с вами смотрели данные, видели, что юрлица делали ставку на проседание доллара, и они поступили очень коварно. С утра был небольшой рост, и потом они всех вытащили из долларов. Так, по евро ситуация схожая, как с долларом. То есть делают ставку на то, что будет отскок и рост евро к рублю. Далее РТС. По РТС, как это ни парадоксально, делают ставку на то, что РТС продолжит рост. С моей точки зрения, РТС должен быть в боковике. Так, далее давайте посмотрим, что у нас евро-доллар. Евро-доллар здесь, скорее всего, будет балансирование, то есть движение в диапазоне. Но на самом деле в рубль-доллар и рубль-евро, я тоже думаю, будет движение в рамках там консолидации. Сейчас мы на графиках посмотрим. Так, золото. Ну смотрите, по золоту ожидают отскок. Я думаю, исходя из котировок на Чикаго, будет отскок на 1990. Вот в этот диапазон. Обращаю внимание, что когда я что-то говорю про доллар, рубль и про золото, я на это ставлю свои деньги. Так, и нефть. Ну смотрите, по нефти наш магический физик, похоже, находится в нефтяных лонгах. Юридические лица делают ставку на то, что нефть в первой половине дня будет проседать. Так, друзья, далее графики. Смотрите, рубль-доллар мы находимся в проторговке. Это проторговка от вот этого значения и до этого значения. То есть такая вот расширенная проторговка на дневках. Вот в том случае, если будет пробита нижняя граница, вот этот вот диапазончик, то в этой ситуации при движении на объеме мы увидим, возможно, сразу резкий задерг вот сюда, в этот диапазон. И если пойдет движение далее вниз, то мы можем увидеть вполне движение на 70,6. Вот. Пока такой сценарий, я думаю, маловероятен, но мы более детально рассмотрим
в ближайшее время, если пойдет пробитие вот этого диапазона. Ну и здесь объем, если пробой на объеме будет вот этого диапазончика сверху, то мы увидим рост доллара, цель которого 74,6. Я думаю, сейчас пока больше факторов указывает на движение вот в этом диапазоне. Так, друзья, касательно часового таймфрейма рубль-доллар. Вот смотрите, если у нас сейчас с утра пойдет движение вниз, и мы увидим пробой 72.84, 72.79 вот этого диапазона, то у нас отсюда сразу развивается движение, и цель этого движения будет находиться. Первая цель это 72.51, вот здесь может произойти торможение. Если оно здесь не произойдет, пойдет дальнейшее движение, то следующая цель, за которую мы зацепимся, 72.11. В том случае, если и этот диапазон будет пробит, мы увидим движение, цель которого 71.75. Но я думаю, более вероятный сценарий это то, что мы с утра увидим движение и пробой 73.13. И в результате такого движения мы увидим задерг, цель которого движение вот сюда, вот к этой верхней границе на 73.68. Вот. Но здесь надо понимать, что с утра, скорее всего, будет, наверное, все-таки возможен задерг хотя бы вот сюда, вот до этого значения 72.79. Но сейчас ситуация, она в большей степени сложилась пилообразной. И здесь, я думаю, все-таки наиболее вероятная картина это движение пока сейчас вот в этом диапазоне. Но в последнее время происходят какие-то необычные события, скажем прямо. Например, кредитно-дефолтные свопы на Россию, они стремительно дешевеют. Если происходят такие процессы, это говорит о том, что какой-то риск уходит. И как мы видим, вот те CDS, кредитно-дефолтные свопы, которые связаны с короткими временными промежутками, то есть до 2 лет, они вообще просто рухнули. То есть это говорит о том, что, возможно, грядут какие-то события, которые будут способствовать тому, что, как это ни парадоксально, но риск, связанный с Россией, он будет уменьшаться. Мне эта ситуация до конца не ясна. Вот, я думаю, здесь ключ кроется в том, что происходит в Беларуси. Так, друзья, далее евро-рубль, тоже здесь мы находимся в таком вот боковике. На что хотел здесь обратить внимание? Смотрите, если вот с утра мы сейчас пойдем вниз и пробиваем 86,05 на объеме, то у нас развивается движение по укреплению рубля на открытии. И цель этого движения, первое, будет заход вот сюда, вот на 85,98. Если здесь при заходе на это значение будет рост объема, мы увидим движение на 85,65. Вот сюда, вот в этот диапазон. Ну и при пробитии его развивается движение на 86. Я думаю, такой сценарий сейчас маловероятен, более вероятно, что возможно будет короткий задерг, но потом отсюда, в случае, если будет пробой 86.33, разовьется движение, и цель этого движения будет на 86.60, 86.62. Если при приходе на эти значения пойдет рост объема, мы увидим отсюда движение, цель которого будет 87,2. Я думаю, наиболее вероятный сценарий может быть какой-то откат, укрепление рубля, не очень большое. И после этого мы увидим движение на 86,63. Обращаю внимание, что вчера была очень коварная ситуация, когда юридические лица сделали ставку на снижение, и в конечном счете эта ставка была отыграна. Вот табличка по позициям юридических лиц на фьючи перед открытием 13 августа. Что мы здесь видим? Мы видим, что юридические лица делают ставку на то, что будет снижение евро и доллара к рублю. Поэтому в определенной степени с долей вероятности эти данные, они так или иначе в течение дня работают. Друзья, спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на YouTube канал, на Telegram канал. Всего наилучшего.